Привет, искатель. Добро пожаловать в зону. Но не в ту, о которой ты, возможно, подумал, услышав это слово вновь. Здесь нет привычных аномалий, сверкающих артефактов, нет мутантов, порожденных радиацией. Но здесь есть нечто похуже — грибы. Грибы, превращающие людей в существа, похожие на светящиеся поганки. Меня забросили в этот ад, самое сердце безнадеги, грязи и отчаяния. Зачем? Не знаю, но нужно выживать, любой ценой. Но бесплатно. Выживать в мире, где каждый выдох может оказаться последним. Где надежда такая же редкость, как чистая вода в местной фекальной речке. Это не просто игра, это бенсуэр. Она не прощает ошибок, не дает подсказок и не ведет тебя за ручку, как маленького ребенка. Здесь ты один на один со своей судьбой. Только ты, твоя смекалка, твоя воля жизни и грибы. Много goddamn mushrooms. Здесь ты испытаешь все прелести этого депрессивного мира, где даже грибы выглядят более жизнеспособными, чем ты. Началось все с того, что наше щедрое правительство решило осчастливить меня. Ключи от дома вручили. Целого дома где-то в зоне. Подумалось, заживу. И только потом выяснилось, что зона эта не просто районная отшибля, а натуральная дыра, кишащая бомжами, наркоманами и, как поговаривают, грибными мутантами. И угораздило уже в такой райский уголок попасть. Спать пришлось где приведется. То под каким-то полусгнившим навесом, то в заброшенной развалюхе, провонявшей плесенью и чем-то похуже. А поиски дома превратились в настоящий квест, только без карт и подсказок. И вот, когда я уже был готов послать подальше этот подарок и стать полноправным членом местного бомж-сообщества, я его нашел. Свой дом. Вернее, то, что от него осталось. Какие-то руины, которые, кажется, пережили не только появление этих проклятых грибов, но и пару ядерных войн в прошлом. Стены в трещинах, крыша дырявая, а внутри лучше вам этого не видеть. Но и это еще не все. Вишенкой на этом торте гнилого безумия оказалось, что за вход в свой собственный, с позволения сказать, дом, мне еще платить придется. Каждый раз. Видимо, за удовольствие лицезреть эти живописные руины и вдыхать ароматы грибной заразы. Вместо мечты о спокойной жизни меня ждет суровая реальность. Абенсур, поиск ресурсов, ремонт этой развалюхи, борьба за каждый кусок хлеба. Или гриба. Впрочем, о грибах позже. А пока поищу хоть что-нибудь ценное среди этого хлама. Может, пара досок для ремонта, а может, веревку с мылом. Итак, дом я свой нашел. Вернее, то, что когда-то было домом. Теперь передо мной встала новая задача. Не сдохнуть в этой грибной клоаке. Это вам не прогулка по парку, не уютная ферма, где можно расслабленно выращивать клубничку с соседом. Это суровый беспощадный симулятор выживания в мире, который сошел с ума. Хочешь есть? Забудь о супермаркетах и кафе. Твой новый ресторан — это мусорные баки. Да-да, придется рыться в отбросах, как последнему бомжу, надеждой найти хоть что-нибудь съестное. Иногда везет, и попадается что-то заплесневелое или гниющая свекла. А иногда... Впрочем, не будем о грустном. Деньги? Да забудь ты о зарплате и премиях. Твой новый источник дохода — стеклотара. Собираешь бутылки, банки, всякий хлам, который можно сдать, и получаешь свои кровные копейки. На них можно купить немножко еды, воды или очень повезет стройматериалы, чтобы хоть как-то обустроить свою новую помойку. И главное, никаких инструкций, никаких подсказок. Хочешь выжить — включай мозги. Учись на своих ошибках, адаптируйся. А еще молись, чтобы не сдохнуть, потому что разрабы засунули в игру сразу несколько зависимостей и болезней. Видимо, обычных потребностей в еде, воде и сне им показалось мало, и они решили добавить угля, чтобы жизнь в этой помойке раем не казалась. И как бороться, где искать лекарства или узнать даже, чем болеешь, еще предстоит узнать и заплатить немалую цену. Буквально сразу ты оказываешься наедине с враждебным миром и кучей непонятных шкал. Попробуй тут разберись, что к чему, когда у тебя башка трещит, в животе ручит, и каждая секунда промедления дорогого стоит. А единственный источник информации такие же поехавшие, как и ты. И помни, тут даже сон опасен. Бенсур бросает тебе вызов, проверяет тебя на прочность, выдержку, реакцию. Сломаешься ты или выстоишь. Станешь кормом для грибов или найдешь способ вырваться. Здесь все зависит только от тебя. Вообще, эта игра мне напомнила мою юность, когда все было в новинку, и играм было плевать на тебя, когда приходилось всему учиться и адаптироваться. А Бенсур — это игра не для тех, кто привык к заботливо расставленным указателям и подробным объяснениям. Это игра для тех, кто готов включать мозги и действовать самостоятельно. Никаких тебе обучающих миссий, никаких всплывающих подсказок, никакого заботливого голоса за кадром, который объяснит, что к чему. Выброшенный в этот враждебный мир, ты поначалу чувствуешь себя слепым котенком. Что делать? Куда бежать? Где искать еду? Как лечиться? Как не стать жертвой грибной заразы?
Вопросы роятся в голове, ответов нет. И ты начинаешь действовать методом тыка на свой страх и риск. Поначалу это дико бесит, хочется орать на разработчиков, которые решили тебе устроить проверку на прочность, забыв выдать инструкцию. Но времени нет, и ты бежишь к очередному мусору, и постепенно, по мере того, как ты начинаешь делать свои первые успехи, приходит понимание. Понимание, почему, возможно, именно так все и задумывалось. Ты сам находишь нужные предметы, сам разбираешься в механиках игры, сам открываешь для себя новые возможности. И каждое такое открытие, каждая разгаданная загадка приносит ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ты чувствуешь себя не просто игроком, но первопроходцем, исследователем, победителем, человек, который смог выжить и разобраться в мире, где все против него, где каждый шаг может стать последним. Ты победил не игру, ты победил себя, свое непонимание, свою растерянность. И это чувство победы над самим собой, дорогого стоит. Каждая маленькая победа в Абенсур — это взрыв дофамина. Нашел не просто еду, а еду, которую можно приготовить и не давиться, чем попало. Собрал хлам, чтобы починить не только дыру в стене, но и, о чудо, раздолбанный матрас, который теперь гордо именуется кроватью. Нашел воду, уже достижение. Нашел чистую воду, считай, сорвал джекпот. А уж когда сам додумался, как ее кипятить, это уже заявка на звание выживальщик года. Обнаружил не просто мусорный бак, а целый магазин, где разжился пара консервов и сгнившим яблоком. Нашел даже функционирующий туалет, где можно наконец-то облегчить свои страдания. Это не просто строчки в списке достижений, это моменты настоящего триумфа в мире, где каждая мелочь на вес золота. И что самое удивительное, игра не надоедает. Казалось бы, выживание в таких условиях должно быстро превратиться в рутину, в унылое повторение одних и тех же действий. Но нет, Абенсур постоянно подкидывает тебе новые испытания, новые загадки, новые возможности. Ты постоянно учишься, развиваешься, открываешь для себя что-то новое не только об игре, но и, возможно, о себе. Этот мир затягивает, завораживает, несмотря на свою тоскливость, жестокость, несправедливость. Ты можешь провести в игре несколько часов, дней, недель и не заметишь, как пролетело время. И даже после многих часов игры ты продолжаешь испытывать то самое чувство удовлетворения от каждого маленького достижения, от каждого шага вперед в этом безумном, но охрененно притягательном мире. Но расслабляться в Абенсур нельзя, ни на секунду. Только в других играх можно безнаказанно жрать все подряд, спать где попало и не мыться. Здесь же каждый неосторожный шаг, каждый непроверенный продукт может стать роковым. Голод и жажда — это еще цветочки. Ягодки начинаются, когда твой персонаж подхватывает какую-нибудь заразу, которая потом вызывает ужасные симптомы. Или подсаживается на какую-нибудь дрянь, найденную на дне очередного бака в надежде забыться. Или обнаруживает, что не может жить без сигарет, которые могут быть заражены. Лекарства здесь, как вы понимаете, не выдают по страховке. Достать их практически нереально, а цены на них кусаются больнее, чем челюсти Роскомнадзора. Тут даже врач по талончику, который выпишет нормальное лекарство, не то что в аптеке на грани плацебо. И вот ты уже не просто выживаешь, а борешься за свою жизнь, которая буквально висит на волоске. Ищешь способы облегчить симптомы, пытаешься найти способ снизить заражение. Ведь никогда не знаешь, откуда придет беда в виде очередного приступа неведомой болезни. А смерть в Абенсур — это не просто гейм-овер, это не просто конец твоих мучений, это, возможно, начало новой, более ужасной главы, который даже не решает вступать. Что тебя ждет по ту сторону? Превратишься ли ты в марионетку грибного сознания? Или же тебя ждет нечто иное, нечто скрывающее за пеленой этого грибного безумия? Абенсур — это не просто игра, а учебный симулятор выживания. Но почему нас так затягивает эта жесть? Может, потому что она чем-то напоминает нашу реальную жизнь? У главного героя дом развалюха, денег кот наплакал, и этот кот дебил. А ему еще и платить за этот вход в этот райский уголок. Чем не описание обычного утра понедельника? Или взять, к примеру, зависимости. В игре стоит тебе зазеваться, и ты уже подсел на какую-нибудь гадость. В жизни, конечно, не так все быстро и очевидно, но принцип тот же. Только вместо грибных спор, стресс, рутина и прочие прелести невзрослой жизни. А чувство неопределенности. Да, ты не знаешь, что тебя ждет за углом, но это не страх, а предвкушение открытия. Ты исследуешь, экспериментируешь, учишься на своих ошибках. Каждый новый предмет, каждая разгаданная загадка, каждый шаг вперед — это маленькая победа, это порция дофамина. В Абенсур неизвестность манит, а не пугает. А в реальности? Часто ли мы испытываем такое же воодушевление, сталкиваясь с чем-то новым? В игре
Каждая маленькая победа – это повод для гордости. Нашел чистую воду, починил кровать, не сдох от голода. Молодец, держи порцию дофамина. А в реальности? Заплатил за квартиру, не опоздал на работу, не забыл вынести мусор. И где ли моя награда? Так может, Абенсур не так уж и далек от реальности? Может, он просто показывает нам нашу жизнь и дает шанс испытать подзабытое чувство первопроходца, заставляет задуматься о том, что мы делаем не так, и почему не всегда получаем удовольствие от каждого прожитого дня. Мы привыкли игры воспринимать как развлечение, способ отвлечься от реальности, серых будней и повседневных забот. Но что если Абенсур — это не побег, а наоборот возвращение? Возвращение к чему-то важному, что мы утратили в погоне за успехом, за мнимыми ценностями, навязанными нам обществом. Что если эта игра со всей ее грязью, вонью, суровостью, несправедливостью на самом деле не о выживании бомжа в захудалом городке, а о чем-то большем, о чем-то, что скрыто от глаз? А что если эта игра про ценность простых вещей, которые мы порой не замечаем в реальной жизни? Чистую воду, кусок хлеба, возможность просто дышать и не кашлять кровью от грибной заразы. Что если Абенсур учит не сдаваться перед трудностями, а находить в себе силы идти вперед, даже когда и надежды почти не осталось, даже когда кажется, что весь мир против тебя? И что если все эти бомжи и люди с зависимости не просто фоновые персонажи, такие же как мы, которые попали в эту ловушку и не смогли найти выход? Что если дом, который мы так отчаянно пытаемся отремонтировать, это не просто груда хлама, а метафора нашей души? Души израненной, нуждающейся в исцелении, в освобождении от оков прошлого, от страхов, сомнений, зависимостей, которые держат нас в плену. И что если сама зона — это не просто заброшенная локация, а чистилище? Место, где мы обречены перерождаться вновь и вновь, пока не пройдем все уроки. Или сгнием и сгинем во тьме. И тут мы подходим к рыбам, как опытный лесник. Что не такое в этом мире? Просто опасная зараза или нечто большее? В игре есть намеки на то, что некоторые персонажи видят в них путь к иному миру, какой-то другой реальности. Возможно, это всего лишь бредни сумасшедших, отравленных грибными спорами. Но что если в этом есть своя доля правды? Допустим, грибы здесь — это своеобразный катализатор, который усиливает внутренние качества человека. Для кого-то они становятся символом зависимости, разрушения и смерти, а кто-то, погрязнув в своих пороках, уйдя за грань, обречен на вечные муки. Но для кого-то грибы могут стать толчком трансформации, переосмыслению своей жизни. Возможно, приняв эту грибную сущность, очистив разом от шелухи повседневности, можно увидеть мир таким, ближе к тому, какой он есть на самом деле. Увидеть скрытые связи, осознать свою истинную природу. Но это путь не для всех. Это путь для тех, кто готов рискнуть, кто готов заглянуть в бездну, заплатить цену и не сойти с ума. Так где же грань между зависимостью и освобождением, между разрушением и трансформацией? Думаю, ответ на этот вопрос должен найти каждый сам для себя. И в игре, и в реальной жизни. Главное не ошибиться в выборе, не позволить поглотить себя целиком, ни миру, ни какой-либо грибной или иной сущности. И помнить, что истинное освобождение — это не бегство от реальности, а путь к себе, путь к осознанности и гармонии. И кто знает, может, именно такие игры, как Абенсур, могут помочь нам сделать шаг на этом непростом пути. Ну, что-то я разошелся не на шутку. Понесло меня в дебри, но что поделать, навеяло. Наверное, сказывается влияние грибной зоны. Но если серьезно, может и правда, эта игра не так проста, как кажется. Что если главный урок Абенсур вовсе не в бесконечном поиске, а в принятии? Принять тот факт, что ты в этой зоне задницы. Принять, что жизнь не сказка, а если только определенная часть в этой зоне, и эта зона хороша, то это даже хорошо. И вот тут начинается самое интересное. Когда ты перестаешь бороться с ветряными мельницами, когда отпускаешь ситуацию, когда принимаешь правила игры, ты начинаешь видеть. Видеть не только грязь и разруху, но и мимолетную красоту этого странного мира. Видеть не только отчаяние, но и стойкость, не только бессмысленность, но и странную гармонию. Игра учит нас не витать в облаках прошлого или будущего, а быть здесь и сейчас. Ценить тот момент, что есть, даже если он, мягко говоря, не идеален. Находить мелкие радости в простых вещах.
Кружки чистой воды на одном окурке, возможности просто прожить еще один день. Может, в этом принятии с осознанности, умении видеть свет даже среди полной тьмы, и кроется тот самый дофаминовый кайф. Не в достижении навязанных целей, а в самом процессе жизни. В осознании собственной стойкости, в умении адаптироваться и находить смысл даже в самых безнадежных ситуациях. И что если Бен-Сур со всеми этими бомжами, наркоманами и грибами — это всего лишь метафора нашей с вами жизни, где каждый день нужно не выживать, а жить и находить радости в окружающей серости. А грибы? А что грибы? У каждого они свои. Так что же получается, нам всем теперь срочно нужно записаться в ряды грибных бомжей, чтобы постичь дзен и научиться радоваться малому? Звучит как план, но, пожалуй, я воздержусь. А если серьезно, иногда нужно просто расслабиться и научиться жизнь принимать такой, какая она есть, со всеми ее несовершенствами, странностями и грибами. А там, глядишь, и счастье потянется. Пожалуй, хватит бреда. Пойду лучше поищу пару бутылок. Вдруг сегодня повезет, и я смогу позволить себе шикарный ужин. Роскошный ужин при свечах из окурков. А к тебе у меня большая просьба. Дай оценку. Стоит ли мне продолжать снимать видео подобного рода? Благодарю и всех благ.